Друзья, всем привет! Сегодня будет обзор на автомобиль, который просто взорвет ваш мозг. И я не шучу, вы прямо после обзора поедете в наш российский офис, чтобы заказать его. После выхода N70 от Xiaomi Lysian L6 умирает, друзья. Про N90 мы вам рассказали уже в этом ролике, посмотрите его, автомобиль очень интересный. А это N70, двухрядный автомобиль. И еще раз напомню вам концепцию Sky Nomad. Это вам не гоночный автомобиль, как SU7. Это вам не городской хэтчбэк, как YU7. Это семейный огромный кроссовер, который строился, создавался, основываясь от пространства. То есть они сначала создали пространство, а уже вокруг него создавали автомобиль. Это совершенно другой подход к автомобилестроению. Внешне N70 выглядит просто потрясающе. Это классический пятиместный кроссовер. Длина 5 метров, колесная база почти 3 метра. Сзади дизайн выглядит в узнаваемом стиле. Да ведь? А спереди оптика в стиле крылья стрекозы. Дальний свет бьет на 624 метра, а ближний дает сверхширокий охват на 180 градусов для лучшей видимости обочин. На крыше красивый гладкий лидар, двери не безрамочные и, друзья, посмотрите, какие ручки. Это то, что мы с Антоном любим. Из интересных цветовых решений есть оттенок Valley Blue. Вот этот вот. Это структурный цвет, который меняет тон в зависимости от освещения, благодаря сложной нанотекстуре краски. Но главная инженерная работа скрыта от наших глаз. В основе лежит новая архитектура Kunlun, созданная специально для того, чтобы создать максимум полезного объема. И это, друзья, очень интересно. Инженеры перекомпоновали ключевые узлы. Задний электромотор сделали более плоским, а блок управления батареей перенесли назад. За счет этого они сэкономили аж 18 сантиметров толщины пола. В итоге пол в машине абсолютно ровный, от передней панели до двери багажника. И прямо в этом ровном полу разместили систему направляющих из сверхпрочного авиационного алюминия. В версии N70 длина этих направляющих достигает 1,5 метров. И вот благодаря им можно менять конфигурацию салона прямо на ходу. Да ведь, Антон? Да, у машины есть 4 базовых сценария трансформации. И вот один из сценариев, который мне здесь, конечно, очень сильно нравится, это когда ты сдвигаешь второй ряд максимально назад, и в буклете, как говорится, где ты спокойно можешь сесть нога на ногу, да? Положить. Да. Вопрос, какие должны быть ноги, чтобы вот прям вот сказать, типа, что спокойно. Спокойно тут любой сядет. Вот понимаете? Нога на ногу. Вот так вот можно. Можно вот так вот. Я не знаю, мне тут до сидения не дотянуться. Я не видел ни одного минивэна, где я мог вот так вот ногами болтать. Минивэна ни одного. Мы когда с Антоном сюда зашли и увидели вот это вот. Вот это вот. Потому что салоном это назвать, я не знаю, это сложно. Ребят, у нас просто вот так вот глаза в Гонконге некоторые квартиры меньше, чем здесь объем салона. Это что такое? Это реально игровая площадка для ребенка. Я бы еще хотел, конечно, отметить, что здесь двери открываются на 90 градусов. Да? Да. Не на около или приблизительно, а вот на... Ровно 90 градусов. Холодильник, пожалуйста. 9 литров. Куда помещается 10 банок Кока-Колы. Это что такое? Это специальная штучка, чтобы ты туда салфеточный ставил. Под салфеточница, короче. Вот оно что. И она... Слушай, хорошее решение. Абы как отрывается. Она вот, понимаешь, вот все хорошо сделано. Ну, естественно, подогрев, вентиляция, массаж тут есть. Причем подогрев, вентиляция, они вот так по всей длине идут. Не знаю, возможно, на момент выхода ролика мы уже знаем стоимость, но вот сейчас... Предварительно это дешевле, чем Ли 6. Насколько дешевле? На 10, на 20 тысяч, непонятно. В чем-то, кстати, он, дешевле. В чем-то он дешевле. Слушай, ну вот сиденья, они точно такие же по комфорту, как у Лишки. Бесспорно. Я вот обычно сажусь такой, думаю, у Лишки получше. Здесь нет. Я сел, они классные. Вот у меня просто сейчас бомбит на самом деле от того, что европейцы, японцы, корейцы не могут создать того, что делают сейчас автомобильные бренды, которые на рынке 2,5 года. Это, производитель телефонов
который утер нос всем и показал, как надо делать просторные автомобили. Про экран даже уже не говорим, понимаете? Да. 21,4 дюйма, 3К, там 800 нит разрешения. Вот просто вот уже все, уже стандарт. Спереди сидеть очень комфортно. Кресло можно сдвинуть до такого уровня, что мне нога будет прямая. У меня нога будет прямая, ребят. В этом положении я даже до руля вот особо как бы не достаю. Ну вот, можно в принципе ехать комфортно. Я даже сдвинусь вперед, потому что я бы ездил вот так. Есть приборная панель. Моя любимая приборная панель. Они ее сделали маленькой, аккуратной, как будто вот приклеили на суперклей сюда, но есть, ладно. Вот ты сказанул, конечно, на суперклей. Вот да, вот мне вот не нравится вот такое вот положение. Мне нравится, вот, когда она утоплена, когда она красиво там вот чем-то скрыта. Просто вот туда я не прям. понимаю твоей фразы, приклеенная на суперклей. Она что, плохо держится или Нет, что? она выглядит так, как будто ее просто вот взяли вот сюда, так раз прилепили. И вот она тут стоит. Ну, мне вот приборная панель это, скажу спасибо, что она есть, но мне она не нравится. То, что мне нравится, это наличие физических кнопок. Вот посмотри, кнопочка 2, кнопочка 1, настраиваем все, да, там автопилот, вот она, кнопка мультимедийная, там настройки, все, вот, здорово. Что ты улыбаешься? Мне вообще все нравится. Руль, он компактный, с упорами, есть под ладошки, замечательно. Ну и, конечно, фишка, которая мне понравилась, это вот этот сдвижной островок. Антон, убери его, пожалуйста, отсюда. Спасибо за физическую кнопку. Хорошо, что не на экране. Все Естественно, здорово. можно голосом там все Да. это делать, там через команды. Мой любимый бардак, куда можно руку засунуть. По плечу руку засунул, ребят. Он еще маленько двухсекционный. Да. Ну и вот эта центральная часть. Посмотрите, какая она красивая. Деревянная облицовка. И вот, пожалуйста, у вас полочки различные. Большая полочка и маленькая. Очень круто все смотрится. Минус, вот единственный минус, который я сейчас вижу в этом Так, автомобиле, интересно. это вот качество потолка. Вот материал, из которого сделан потолок, это не микрофибр. Подожди. Микрофибра у нас в люксах идет. Здесь они сделали максимум, понимаешь? То есть они максимально упростили автомобиль. Ну и, естественно, есть у нас по краям вот такие заглушки, которые Xiaomi придумала, между прочим. Еще одна фишка, которая мне нравится, это вот эти дефлекторы. Обратите внимание, как они сделали его. То есть у вас воздух выходит вот отсюда, как это обычно сделано в автомобилях, где есть электрические дефлекторы. А здесь же они сделали механический дефлектор вот с такой интересной ручкой. Вы ручкой управляете потоком воздуха, не касаясь самого дефлектора. Здорово. Естественно, есть посерединке два дефлектора. Между прочим, здесь трехзонный климат-контроль. Второй сценарий – это переговорная либо лаунж-зона. Активируем, выходим. Вы знаете, это то, что мне не хватало в моем еще первом Лиуан. Когда я его купил, мне попался ролик. Умельцы китайские, они вытаскивали задний ряд, средний ряд, и ставили кресла, которые можно было вращать. Я думаю, блин, здорово, можно вращать кресло и вот так друг с другом сделать. Но там можно было сделать третий ряд со вторым. Здесь же, вот посмотрите, какое чудо. А? Вот вы сели, вы поставили сюда стол и сидим, играем в карты с Антохой. И что касается безопасности, если вдруг кресло сталкивается с усилием больше 15 килограмм, мотор сразу начинает работать в обратную сторону. Третий сценарий – это режим максимального большого багажника. Режим, когда Антон не сидит в багажнике, а лежит в багажнике. Я реально могу тут лечь. В багажнике, блин. Пятиместного SUV. И там места хватит детям спокойно сидеть, Да, понимаешь? Да. Минус у этого багажника, Леш, только один, что здесь нету розетки на 220 вольт. Не в багажнике минус, а в автомобиле минус. Это минус этого автомобиля, что нету розетки. Почему? Я не знаю. Потому что в N90 есть, крючочки есть, фонарики есть. Здесь аварийное открытие лючка, здесь аварийное открытие багажника, здесь аварийный знак. Вот сделали они вот такую огромную крышку. Для чего? Почему? Непонятно. Но вот захотели так сделать. А, это может это вентиляция. Вот оно что. Слушай, ну, конечно, даже при всем этом большом размере, они такие, ну, нате вам еще И еще небольшую маленький. нишу для Да. того, чтобы инструменты бросить Да. и какое-нибудь барахло.
В общем, объем багажника вырастает со стандартных 1200 литров до сумасшедших 2425 литров. Мы с тобой много раз говорили, что этот производитель максимально проработал внутреннее пространство автомобиля. Но то, что сделали из Xiaomi, это, ребята, просто взрыв мозга. Это пока номер один. Да. Сиденья, естественно, обшиты кожей Напа, и обратите внимание, динамики есть даже в подголовниках. Есть 16-точечный массаж и вентиляция. Передние кресла поддерживают режим невесомости Zero Gravity. Также здесь есть пространство, куда вы можете поставить колонку либо блок ароматизаторов. За железо в салоне можно не переживать. Центральный процессор топовый, Snapdragon 8 третьего поколения, а за автопилот отвечает чип NVIDIA Tor на 700 TOPS. Теперь о технике и запасе хода. Skynomad N70 – это последовательный гибрид. Под капотом 1,5-литровый турбированный генератор, который отвечает только за подзарядку батареи. Он никак не связан с колесами. А вот главная фишка этого гибрида – это батарея на 76 киловатт-часов. И запас хода на этой батарее 505 километров. По циклу CLTC, конечно. Но на сегодняшний день это рекорд среди гибридов. Для большинства этого хватит на неделю городских поездок вообще без включения ДВС. А если ехать далеко, то вместе с полным баком на 45 литров суммарный запас хода составляет 1461 километр. Ну а если батарея вдруг разрядится, то расход 92-го, между прочим, бензина заявлен 6,1 литра на сотню. Поддерживается быстрая зарядка. За 15 минут зарядить автомобиль на 310 километров. Плюс машина может отдавать электричество наружу с мощностью 6,6 киловатт через порт V2L. Это можно запитать целый лагерь палаточный. Да какой там лагерь, там дом можно запитать. По динамике здесь два электромотора, суммарно выдают 422 лошадиные силы и 540 ньютон-метров крутящего момента. Разгон до сотни 5,5 секунд. За поведение на дороге отвечает пневмоподвеска с 5 уровнями высоты и адаптивные амортизаторы CDC. Подвеска двухрычажная спереди и многорычажка сзади. Тормоза вентилируемые как спереди, так и сзади. Кстати, машина умеет автоматически приседать при открытии багажника на 5 сантиметров благодаря пневмоподвеске. Либо можно вручную это все сделать. К безопасности Xiaomi подошли радикально. Кузов на 91% состоит из высокопрочной стали и алюминия. В 14 ключевых точках применена сталь горячей штамповки с давлением 2200 мегапаскалей. В салоне 9 подушек безопасности, включая уникальную боковую подушку с 4-точечной фиксацией для лучшей защиты головы. Инженеры продумали аварийные сценарии. Дверные ручки имеют тройное резервирование. Даже при полном обесточивании машины двери открываются механическим путем. А для экстремальных ситуаций, вроде серьезных городских затоплений, автомобиль способен преодолевать брод высотой 65 сантиметров. Да, конечно, чудо сотворили эти Xiaomi. Ребят, вот напишите в комментариях вы, как вы считаете, какой автомобиль можно противопоставить ему? Я даже не знаю кого. По размеру салона, по комфортабельности салона, по трансформации салона, по объему батарейки и по стоимости даже предварительной. Вот предварительная стоимость какая твоя? Как ты думаешь? 230 тысяч юаней 230 за максимальную версию полноприводную. Полноприводная, 230 тысяч. А вот за это вот. Монопривод возможный будет 190. Как шарахнут по рынку. Как будто бы сейчас выкатят цену на N70, и как будто бы мне нужно бежать и покупать. 260 за максималку N70. 260. Антон, взял бы автомобиль Да. или нет? Антон взял? Я прям хочу. Я не знаю, на что мне поменять, что мне. Я не хочу 3 автомобиля в семье. Антон уже хочет 3-й автомобиль себе взять. Я, говорит, начал откладывать уже, копить, чтобы 3-й автомобиль купить. Но это он шутит, конечно. А что касается меня, нет, я не беру автомобиль, потому что для моих путешествий он не подходит. Почему? Нет розетки, нет фаркопа, нету кровати. Огромной большой кровати для меня, как я это люблю. Поэтому пока остаюсь на Polarstone. В общем, ребят, напишите в комментариях ваше мнение. Нам всегда интересно почитать, что вы думаете про этот автомобиль. А с вами, как всегда, была компания Pandao из Китая. Не забывайте жамкать колокольчик, писать везде комментарии, везде на нас подписываться. Нам это все важно и нужно. Мы вас любим, обнимаем. Пока!